С вами школа маникюра просто, меня зовут Эльвира, и сегодня мы с вами нарисуем вот такой простой зимний пейзаж пошагово. Итак, поехали. Для начала определим точку, на которой у нас будет луна. И вокруг этой точки по кругу будем распределять наш фон. В данном случае это синий, белый и голубой цвет. Распределяем их так, чтобы они ложились мазками. Белый я подмешала к синему, так, чтобы у меня получилась такая смесь, прям чтобы было видно вот эти прожилки белого с синим, но при этом это все-таки такой получился голубоватый, холодный цвет. Заполняем, чем больше мазков получается, тем лучше. Здесь у нас нету задачи делать какой-то плавный переход или градиент. То есть прям вот мазюкаем. Но главное по кругу, чтобы создавалось впечатление такого вихря. Просушиваем и берем белый цвет, рисуем снег. Но так как снег у нас тоже текстура неоднородная, добавляем, подмешиваем местами туда теплый такой голубенький, местами смесь синего с белым, чтобы у нас был тоже он неравномерный, а такими мазками. Ну, еще можно чуть-чуть, я вот тут решила еще добавить светло-голубого, такого тепленького голубого на небо. И на снег тоже. Просушиваем. И теперь рисуем ярко-белым уже непосредственно луну. То есть рисуем такой круг непрозрачным белым цветом. И чтобы все-таки это была луна, на ней мы рисуем немного такой как рельеф. Еле заметный, смесью белого с синим. Так как палитра у меня в принципе в кадре, вы видите, какими именно цветами я рисую. После просушки мы берем смесь базы и светло-светло-голубого и делаем как бы эффект свечения. Заполняем луну и растягиваем от луны к краям эту смесь так, чтобы создавалась такая дымка. Вот как у меня получилось. То есть такой эффект, реально как светится луна. Просушиваем. И черным цветом, либо очень темно-коричневым, либо смесью черного и коричневого рисуем ствол дерева. При этом я кисть держу снизу вверх веду. Ствол вообще так рисуется. Почему? Потому что то место, куда мы кисть изначально приложили, оно будет шире, а кончик будет тоньше, поэтому снизу вверх. Собственно, ветви я рисую точно так же, от ствола к периферии. Если где-то я нарисовала ветку в другую сторону, все равно потом в дальнейшем кончик вот этой ветки я выведу от веточки к свободному краю. Рисуем здесь уже по желанию, не обязательно рисовать именно такое дерево, можно в принципе нарисовать елку туда, можно какой-нибудь кустарник, то есть как тут уже вас рука поведет, как душе угодно. У меня оно достаточно такое раскидистое, в дальнейшем мы на него будем рисовать снег, поэтому чем больше ветвей, тем в принципе будет интереснее. Далее я начинаю рисовать забор, точнее колышки от забора, то есть такие вертикальные линии. И после просушки я начинаю рисовать, собственно, перпендикулярно этим колышкам горизонтальные балки. Очень тонко, кончиком кисточки, тем же цветом, которым мы рисовали ствол дерева, в моем случае это черный. Очень аккуратно, тоненько прорисовываем наш заборчик. Собственно и все. Просушиваем. Берем смесь голубого и базы и выводим отблеск луны на стволе нашего дерева. Добавляем немножко теней голубым цветом на снежок. Далее берем белый цвет, набираем на кончик кисточки
И начинаем на ветвях нашего дерева ставить такие маленькие крапинки, маленькие точки, создавая тем самым текстуру снега, лежащего на ветвях. Заполняем аккуратно, не торопясь. Затем добавляем такие снежные шапки на колышки у забора. И в конце смесью синего и базы добавляем тени под колышки забора и ствол дерева. Далее с этой же смесью, то есть синий плюс база, делаем окантовку у нашей типсы. Почему смесью? Потому что, вот эта смесь, база плюс цвет, она позволит растушевать цвет, создать эффект виньетки. От более темного к более светлому. Вот таким вот образом. И сразу наш рисунок стал, такой более собранный, что ли, более стильный, более объемный. Далее просушиваем, перекрываем все глянцевым или матовым топом, в моем случае это глянцевый топ. Обязательно с выравнивающим слоем, чтобы перекрыть все мазки, которые остались на рисунке. И у нас получается вот такой прикольный зимний пейзаж. На самом деле очень простой, но смотрится стильно, смотрится сложно, поэтому я уверена, что вашим клиентам эта идея точно понравится. По крайней мере, в зимний период времени. Пробуйте, пишите в комментариях, получилось ли у вас. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, чтобы не пропустить другие полезные видео-мастер-классы.